Итак, сегодня мы будем готовить заварной крем с шоколадным, с какао-порошком и сыром. Значит, чтобы сделать заварной крем, мы должны разогреть молоко и добавить в него сахар. Мы возьмем сахар тростниковый. Его хорошо перемешаем. Значит, мы взяли где-то 150 грамм сахара, как вы видели, примерно стакан, и разогрели пол-литра полуобезжиренного молока. Вот сейчас мы попробуем ложкой, остался ли еще сахар. Нет, сахара больше нет, поэтому что мы сейчас сделаем? Мы будем сейчас добавлять муку и потом поставим разогревать. Для этого количества муки мы добавим примерно 3 столовых ложки. Раз, два, сверху. 3 столовых ложки муки сверху. Сейчас мы забьем миксером, чтобы не было крупинок, потому что очень важно, чтобы в смеси не было крупинок. Вот так. И поставим сейчас в печь молоко, сахар и муку разогревать. Мука при разогреве начнет превращать молоко в крем. И мы к этой смеси разогретой, немного разогретой, прибавим яйца, взбитые уже с молоком. Пока молоко с мукой разогревается в печи, мы возьмем творог. Этот творог, он приготовлен из козьего молока в Сардинии, в Италии. И мы сейчас его превратим в такой жидкий творог, добавив молока. Здесь 400 грамм творога. И мы добавим 150 миллилитров молока. И начнем взбивать миксером. Должна получиться однородная масса. Как вы знаете, прессованный творог, он очень хорошо смешивается с молоком. И получается такая жидкая масса, гомогенная. Вот мы такую должны получить. Вот он еще крупный, поскольку он прессованный для продажи, для долгого хранения. Такой творог, он может храниться и 3 месяца в упаковке.
заваренный. Мы его добавим в конце приготовления крема. Он не должен вариться. Он должен быть запастеризованный с горячим молоком, но не должен вариться, как и крем заварной. Также и заварной крем не должен вариться. Он должен быть довести почти до кипения, но не должен кипеть. Вот видите, вот этот творог стал таким мягким, массой творожной. Между тем мы достали из печи молоко и его немного поскольку оно с мукой, надо, чтобы оно было гомогенное. Перед этим мы уже взбили 3 яйца свежих со 150 мл полуобезжиренного молока. И сейчас мы вольем в эту смесь. И поставим дальше в печь. Постоянно перемешивая. Когда этот заварной крем, база, это основной заварной крем, будет готов, мы добавим к нему какао-порошок. Какао-порошок добавим. Добавим 3 столовых ложки оливкового масла для того, чтобы сделать шоколад из какао-порошка, поскольку шоколад образуется только в результате добавления какао-порошку жира. Это растительный жир, очень полезный, оливковое масло. И добавим творожную массу. И добавим также 200 грамм изюма, который уже промыт. И он 3-4 часа отстоялся в воде, поэтому он уже мягкий. Вот так. Сейчас этот крем основной, заварной, мы его поставим в печь вариться. То есть вариться. Довести до кипения, но он не должен кипеть. Ну вот я только что вынула наш крем из печи. Он практически уже готов. Он почти кипел, но еще не кипел. Видите, у него какая консистенция заварного крема. Комочков нет, и все прекрасно. Он пока подождет. И я приготовлю вторую часть. Для приготовления второй части я возьму сначала какао-порошок. Добавлю к нему 3 ложки оливкового масла, как я уже сказала, для того, чтобы превратить его в шоколад. Потому что какао-порошок должен быть с жиром, чтобы превратиться в шоколад, иначе он останется порошком. Также я добавлю немного еще молока, 100 миллилитров где-то. Размешаю.
сахар вы можете добавлять по вкусу. Можете, если вам нравятся более сладкие блюда, вы можете добавить сахара больше. Пока я сюда сахар не добавляла, как вы видите. Выложу творожную массу. Здесь сахара нет, да? Пока нет сахара. Он появится вместе с заварным кремом, в котором есть где-то 150 грамм тростникового сахара. Вот, из этого мы должны сейчас получить гомогенную массу. В которое мы добавим изюм. И потом мы смешаем с заварным кремом все это. И еще раз поставим ненадолго пастеризоваться все, чтобы при 80 где-то градусах, 90, эта смесь пастеризовалась от микробов и бактерий. Поскольку изюм он не вареный, и мы хотим кушать в следующие дни, вот, например, положить в баночку, да, и потихоньку есть. Вот, поэтому нужно пастеризовать. Вот так наш теперь творог и какао готовы вместе с немного оливкового масла, с небольшим количеством, чтобы добавить жирную компоненту. И теперь мы все это смешаем с заварным кремом и поставим еще в печь. Вот, как я и сказала, довести до 90 градусов и пастеризовать все. Значит, это уже большие количества получается. Мы возьмем кастрюлю побольше и значит, мы добавим сюда изюм, весь изюм, который есть, 200 грамм, и заварной крем. Все размешаем, поставим в печь для пастеризации. И потом наш крем готов. Шоколадный крем с изюмом и с творогом. Вот так. Вот теперь мы все это мешаем и ставим в печь. Ненадолго. Все время нужно мешать в печи. Вот он такой шоколадный крем получается. А вот наш крем готов. Он уже пастеризовался и уже практически почти что начал кипеть. И я его сразу убрала. Видите, у него такая консистенция. В конце я добавила ваниль, пакетик стандартный, для, так сказать, большего аромата. У него замечательный кисло-соленый-сладкий вкус, поскольку
козий творог, он соленый на вкус. И с этим шоколадом очень необычный вкус, замечательный. Вот. Я вам очень советую. На хлеб намазать, в корзиночки положить, на торт в качестве